В эфире «Война» – программа о том, как устроены современные конфликты, о войнах, которые уже закончились, идут сейчас или скоро начнутся. Я военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. Здравствуйте. После небольшого перерыва наша команда снова в эфире. Работаем из московской студии «Россия-24». В этом выпуске поговорим вот о чем. В Сирии освобождены восточные пригороды Дамаска. Столица фактически перестала быть прифронтовым городом. На самом деле уникальная операция российских военных. Далее объясню почему. Отдельно рассмотрим и сугубо военные и гуманитарные аспекты. Куда ж без последнего. Что такого сделала Россия, чего никто сейчас не делает и уже не считает нужным делать? Ну и давайте разбираться с тем, как далее будут развиваться события в Сирии. Для этого рассмотрим несколько прогнозов и проведем свой анализ положения противников правительства Асада и состояния правительственных сил сейчас. А оно сильно изменилось даже за последние 6 месяцев. Восточная Гута, то есть восточный пригород Дамаска. Чтобы было понятно, это как для Москвы все, что за МКАДом и до Бетонки с юга, востока и частично с севера. Пригород фактически освобожден. То есть ликвидирована угроза прорыва в столицу раз, и боевики более не могут обстреливать город два. Освободили Гуту быстро. На самом деле никто не верил, что операция займет не более 2 месяцев. Вот карта до начала. Вот что теперь. При том, что боевики радикальных группировок превратили спутники Дамаска в настоящие крепости с огромной подземной системой ходов и сообщений. Вот как они выглядят. Мы еще более 5 лет назад в репортажах рассказывали о тоннелях, в которых воюют стороны. Показывали, насколько сложно вести боевые действия в городских кварталах. Террористы использовали многотысячное население пригорода сирийской столицы как живой щит. Более 7 лет. И вот что уникально. Военные, российские военные, смогли организовать эвакуацию мирных жителей. Отчеты об этом поступали ежедневно. Репортажи были во всех информационных выпусках. Офицеры Российского центра примирения враждующих сторон сделали то, что западные страны даже не пытались сделать. Примеров тому масса. Взять хотя бы штурм иракского Мосула проамериканскими силами и сирийской Раки. Там о мирных жителях вообще никто не думал. Десятки тысяч гражданских покинули район боевых действий у Дамаска. Процесс происходил фактически в прямом эфире. Российское оборонное ведомство использовало даже беспилотники, чтобы миру продемонстрировать, как надо работать военным, чтобы мирные жители не становились жертвами при наступлении. Такой гуманный подход действительно не исповедует ни одна армия в мире сейчас. При этом российские военные продолжают заниматься несвойственной для себя функцией, доставляют гуманитарную помощь. Но кто не видел эти КАМАЗы с продовольствием? И, как правило, в самые труднодоступные места эти машины доходят первыми. Часто более никто не помогает жителям воюющей страны. Вот тут как раз большая проблема. Не военных, конечно. В России ни одна крупная гуманитарная организация не обращает внимания на критическую ситуацию в Арабской Республике. Хотя ресурсы есть и необходимость тоже. Вот сейчас выслушаем мнение эксперта. И у нас в студии эксперт Супонина Елена Владимировна, советник директора Российского института стратегических исследований. Елена Владимировна, здравствуйте, спасибо, что нашли для нас время. Вот заканчивается Восточная Гута. Из-под Дамаска огромное количество боевиков переехало в Идлиб. То есть группировка радикальных исламистов там значительно выросла. Можно прогнозировать, каким образом боевики различных террористических организаций, которые там присутствуют, будут действовать далее? Во-первых, хорошо, что эти боевики ушли. Для того, чтобы они ушли, Москва приложила огромные усилия. Это то, что называется дипломатией, а в данном случае не просто дипломатия, это еще и была и военная дипломатия, потому что контакты были на месте с представителями вооруженных формирований. Добивать их в городе, в городских условиях было невозможно. Возникали очень большие риски для всех, для тех, кто борется
с этой опасностью и, в первую очередь, для мирных жителей, потому что боевики создали в Восточной Гуте так же, как это происходило в других городах Сирии, так же, как это происходило в некоторых городах Ирака. Они создали целую систему подземных туннелей, например. И спрятаться в этих подземных туннелях легче, чем обнаружить эти укрытия и тем более ударить по ним. Здесь были неизбежны сопутствующие жертвы среди мирного населения. Благодаря уходу этих боевиков удалось избежать большого количества жертв, тем более, что были открыты гуманитарные коридоры, уходили мирные жители. И тем самым Россия спасла очень многих в Восточной Гуте. Но проблема в том, куда эти боевики двинулись и как быть с этим дальше. Проблема. Ну, действительно, никто же не думает, что они вот ушли в Идлиб и больше не будут воевать. В Идлибе активно действует фронт Ан-Нусра, фронт поддержки с арабского языка. Это филиал Аль-Каиды. Хотя они несколько лет назад... Ребрендинг был, понятно. Ой, я не верю в этот ребрендинг. Как специалист я отслеживала все манипуляции, все трансформации этой группировки. Но это все равно, что волка нарядить в овечью шкуру и сказать, что это не волк, а это овца. По всем сказкам мы знаем, что волк в овцу не превратится. Фронт Ан-Нусра, несмотря на заявление о том, что они отмежевались от Аль-Каиды, на самом деле сохраняет тесные идеологические и не только идеологические, но и практические связи с этой террористической группировкой. И только в силу этого хотя бы представляет очень большую опасность. Но у них еще и своя деятельность радикальная и террористическая. Взрывы они производят, взрывы смертников на их нечистой совести. То есть фронт Ан-Нусра очень опасная организация. Ну хорошо. В любом случае известно, что та территория, которая находится под контролем боевиков различных группировок, вот там сильнейшее влияние Турции. И что дальше? Вот как в Анкаре будут модерировать эти события в Идлибе? Турция действительно имеет очень серьезное влияние на то, что происходит на севере Сирии. Турки сейчас очень увлеклись, как вы знаете хорошо, Евгений, постоянно бывая в Сирии, курдским вопросом. Для Турции очень важно обеспечить в приграничных районах вот этот вот пояс безопасности. Они добились того, что сирийские курды уже, хотя и говорят на словах о самостоятельности, но уже понимают, что в ближайшее время им никто не даст больше самостоятельности, чем того захочет Турция. Для Турции, где тоже есть свои курды, этот вопрос чрезвычайно важен. Но увлекшись курдами, Турция как-то немножечко, как будто подзабыла о ситуации в Идлибе, где уже были десятки тысяч боевиков, а сейчас их численность после прихода боевиков из Восточной Гуты увеличилась. Вот, на мой взгляд, Турции сейчас как раз пора бы еще больше озаботиться проблемой провинции Идлиб. То есть заняться непосредственно борьбой с террористами там. Как вы считаете, вот боевики сформировали крупные силы и вдруг попробовали организовать наступательные действия? Понятно, что правительственным силам придется на них отвечать. Боевики в Идлибе не будут сейчас организовывать какие-то такие фронтовые атаки. Опасность их не в этом. Опасность их в том, что это вооруженные формирования, которые в любой момент готовы к асимметричной войне и которые готовы к совершению террористических атак. Особенно речь о террористической группировке фронта Ан-Нусра, имеющей тесные связи с Аль-Каидой. Вот в этом опасность. Опасность не в том, что они вот сейчас объединятся и пойдут. Опасность в том, что они могут направлять небольшие группы террористов для дестабилизации обстановки в других районах Сирии. И поэтому
закончить и покончить с группировкой фронт Ан-Нусра прежде всего необходимо. И решить этот вопрос без Турции невозможно. И поэтому хорошо, что Россия продолжает сотрудничество с Турцией, Ираном в рамках процесса восстания. И сейчас, о чем сейчас говорили лидеры России, Ирана и Турции в Анкаре, в том числе и о провинции Идлиб, о ситуации там. Ну, в ближайшее время, я думаю, мы увидим, как там будут развиваться события. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. В общем, понятно, что при том положении, что сейчас занимает Россия в мире, стране просто необходим оператор так называемой мягкой силы, и желательно не один. И чем быстрее он появится, тем проще будет предлагать миру наши ценности и наши подходы, которые сейчас оказались куда более справедливыми и свободными, нежели западные модели развития. Но вернемся к сирийской войне. Понятно, что боевики, тысячи которых выехали в Идлиб из Восточной Гуты, не собираются втыкать штык в землю. И после закономерных столкновений между собой задумаются о том, как действовать далее против правительственных сил. О том, чего ждать от радикалов, что сейчас находится в Идлибе, поговорим со специалистом. Гость в студии Дмитрий Поликанов, председатель Совета форумов доноров и руководитель благотворительного фонда «Соединение». Дмитрий Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Если затрагивать гуманитарную сферу того, что сейчас происходит в Сирии, в Восточной Гуте в частности, вот военные российские там занимаются, в общем, несвойственной для военных деятельностью, доставляют гуманитарную помощь. Это, безусловно, хорошо и правильно. Но вопрос следующий. А почему российские гуманитарные организации очень неактивно себя проявляют вот на ближневосточном направлении, хотя понятно, что для нашей страны это крайне важное направление? Я с вами абсолютно соглашусь, что на самом деле военные выполняют несвойственную миссию, и в принципе в большинстве зон вооруженных конфликтов военные обычно гуманитарную помощь не раздают. В большинстве все-таки случаев действительно работают неправительственные организации. Проблем здесь несколько. Первое в том, что большинство российских неправительственных организаций, они все-таки сосредоточены на решении внутренних российских проблем. Да, есть такие организации, как Русская гуманитарная миссия, но они скорее исключение из правил, да, и в принципе даже она, значит, эта самая миссия, конечно, не сможет конкурировать ни по бюджету, ни по людским ресурсам с крупными международными организациями, такими как Международный комитет Красного Креста, Оксфам, Врачи без границ и так далее, которые, в принципе, существуют уже десятилетиями, имеют миллионные бюджеты, в том числе на свою собственную, так сказать, административную деятельность, вот, и активно решают разного рода задачи во всех, значит, в разных уголках мира. У нас традиционно все-таки это все переключается на МЧС, да, а не на неправительственные организации. Ну вот не пора ли России, так сказать, иметь крупную, не государственную организацию, благотворительную, которая бы занималась масштабными проектами на внешнеполитических направлениях? Вы знаете, это было бы, наверное, очень правильно, особенно если учесть, что Россия все-таки позиционирует себя в мире как великая держава, и таким образом она должна присутствовать на карте не только, так сказать, с точки